Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Он говорит: я бы хотел, чтобы вы поняли, что баран Джихан очень расстроен, примите это сейчас, каждой ошибки в этой жизни нет прощения. Дилан говорит, что это твое мнение, это не Джихан, это ты, если ты простишь, Джихан тоже тебя простит, ты сделал это раньше, ты можешь сделать это снова. Бэрон отвечает: я не могу этого сделать, пока мой брат опустошен, Дилан. Потом он говорит Дилану: подожди немного, может быть, все будет хорошо, просто поставь себя на место Джихана ненадолго. Дилан убежден и кивает головой. Ферат звонит своему другу из Мардина, находит работу водителем-дальнобойщиком и хочет поехать. Гуль не считает эту работу подходящей и спрашивает, не будет ли она для тебя слишком трудной. Ферат говорит: но если для тебя это слишком тяжело, я тебе уже говорил, ты можешь вернуться, если хочешь, не делай этого. Мне не придется платить за свои грехи. Роуз отвечает: я уже говорила тебе, куда ты идешь. Дилан приходит к Джихану, и когда она не может найти его в комнате, находит под подушкой фотографию с Фератом и Гулем. Я знаю, что прав, Джихан тоже расстроен. В это время в комнату заходит Джихан, Дилан извиняется перед ним, и когда я говорю, что если ты думаешь, что Ферат изменился, может быть, ты сможешь его простить, Джихан не принимает этого. Когда Дилан говорит: я просто жду, пока ты подумаешь еще немного, на случай, если однажды ты пожалеешь об этом, Джихан говорит: я использовал его как своего брата, когда он был моим самым большим врагом. Дилан выходит из комнаты со словами: будьте уверены, все может измениться, если мы захотим. Ясмин и Цеврия рассказывают о действиях Сельмы, и Ясмин спрашивает, что они пытаются со мной сделать. Цеврия: моя дочь, конечно, он мальчик, он красивый, у него есть работа, у него есть виноград без мусора, кто бы на него ни посмотрел, но когда Харун говорит, что не будет смотреть на Сельму, Ясмин немного расслабляется и начинает думать о том, как довериться Харуну. Гуль звонит Дилану и сообщает, что Ферат нашел работу, и через день или два они поедут в Мардин. Дилан говорит: мы не сдадимся, ты никуда не пойдешь, я поговорю с бараном и не позволю тебе уйти. Когда Дилан внезапно приходит к барану и сообщает ему, что Ферат нашел работу в Мардине и что они уедут через день или два, баран говорит: я думал, что что-то случилось, ты меня напугал, успокойся. Когда Дилан спрашивает: ты ведь не отпустишь их, верно, он отвечает: я не буду давать никаких обещаний, но постараюсь предотвратить это. Тогда пойду внутрь. Пока Цеврия и Ясмин готовят ужин, приходит Сельма и спрашивает о Харуне. Когда Ясмин спрашивает Сельму: в прошлый раз я не смогла посмотреть на ее браслет, могу я взглянуть на него, Сельма хвастается им. Хотя он хвастается, будто его купил Харун, Цеврия и Ясмин говорят, что знают, что его купила мать Харуна. Пока Сельма выходит из ресторана, чтобы отпустить меня, Харун приходит и уходит, даже не поприветствовав Сельму. Харун приходит к Ясмин и спрашивает, что случилось, Сельма прошла мимо, даже не дав сальмы: ты тоже такая веселая. Цеврия отвечает, что это потому, что она столкнулась с некоторыми фактами. Когда Дилан собирает женщин вместе и сообщает им, что Ферат нашел работу в Мардине и что они уезжают, баран побуждает господина Кудрета и Джихана принять меры и сделать последний шаг, чтобы смягчить их. Когда баран Кудрет сообщает Гану Ферату в своем кабинете, что он нашел работу в Мардине и поселится там, он говорит, что мы можем сказать: удачи моему сыну. Когда баран спрашивает: это все, папа, господин Кудрет отвечает: это его собственное решение, сын мой. Баран, он тоже коробей, он очень одинокий, мы не должны оставлять его одного, мы должны найти ему работу в Стамбуле, но пока они говорят о том, как заставить его принять ее, в комнату входит дама Сабиха. Когда госпожа Сабиха говорит, что никому не будет хорошо, если Ферат поедет в Мардин, господин Кудрет отвечает, что мы только что говорили об этом. Когда госпожа Сабиха говорит: у меня значительный круг людей, я могу найти для нее здесь работу, баран отвечает: да, но он не примет ваше предложение.
Возможно, Сабиха не примет этого, но она выходит из комнаты и говорит, что все равно позвольте мне попытать счастье. Харун разговаривает с Цеврией, спрашивая, следует ли ему поговорить с Ясмин и сказать ей, что она мне нравится. Цеврия бросается и зажигает Харуна, чтобы все было ясно. Дилан входит в комнату Барана и говорит, что вам нужно немедленно прийти, и берет его за руку. Несмотря на то, что Берон спрашивает, расскажи мне, что происходит, он только говорит, это очень плохо. Харун начинает думать, как сказать Ясмин. Тем временем он понимает, что наручных часов нет, и звонит. Дилан приводит его в комнату и просит почистить ребенку подгузник, говоря, что посмотрите на состояние ребенка. Когда Баран пытается убежать, потому что у него есть работа, он отвечает, Баран Коробей сдается. Когда его спрашивают, он не сдается, допустим, он понимает, что вы пытаетесь сделать. Затем он достает из-под ребенка подгузник и разбрасывает его. Когда Дилан Берон спрашивает, что ты делаешь, она встает и наступает на выброшенную ткань. Затем, когда она говорит Барану, что ребенок замерз, вам лучше поторопиться, Баран быстро надевает ей подгузники и передает Дилану, Дилан отправляет Барана приготовить еду, потому что он думает, что еда еще не закончена. Пока господин Кудрет сидит, к нему подходит госпожа Азади и говорит, что хочет поговорить. Когда госпожа Азади говорит, что Ферат другой, господин Кудрет говорит, что он выбрал свой собственный путь и делает то же, что и мать. Госпожа Азади говорит, что вы правы, но он не единственный виноват, его место – особняк Коробей, если бы вы вырастили его, а не Хасана, этого бы не произошло. Господин Кудрет злится, спрашивая, почему вы так защищаете Ферата, разве вы не видите ситуацию с Джиханом? Я не знаю, смогу ли я игнорировать госпожу Азади, но я могу ей это как-то объяснить, ты должен вернуть ее в особняк, ей мало вернуться, ты будешь отцом, ты сделаешь, она лучший человек, господин Кудрет теряется в мыслях. Готовя еду для ребенка, Берон какое-то время пытается подобрать правильную температуру. Госпожа Сабиха приходит к Ферату и говорит ему, что нашла для него работу. Ферат не в восторге от этого предложения и говорит, я принял предложение моего друга, и мне не нужна ничья помощь. Госпожа Сабиха говорит, не принимайте это как помощь, это мой долг перед вами, поскольку мы расплачиваемся за наши грехи, позвольте мне очистить свои грехи, не отвечайте сразу, подумайте немного. Когда Берон приносит еду, Дилан проверяет ее температуру и говорит, ты, как и положено, схитрил, да. Когда Берон спрашивает, было ли это запрещено, Дилан отвечает, что нет, но это еще не конец. Когда Баран говорит, разве недостаточно того, что ты меня пытал, Дилан говорит, мы много мечтали с Гуль, такие люди, как ее сестры, этого не поймут. Когда я говорю, подумай о Баране Джихане, Дилан Джихан тоже расстраивается и говорит, я понимаю. В то время как глаза Джихана полны слез в своей комнате, он держит в руках свою фотографию с Гулем и Фератом, к нему подходит госпожа Кадер. Когда Джихан спрашивает, сестра, что произошло, госпожа Кадер отвечает, я просто хотела высказать свое мнение о том, что произошло. Джихан отвечает, сестра, это просто пришло и ушло. Госпожа Кадер говорит, нет, это не так, это не приходило и не уходило, но когда они впервые поговорили с Фератом, мне так хотелось их разлучить. Тогда Ферат оказался не таким, как я ожидал, так что подумай об этом, но когда ты думаешь об этом, подумай и о Гюле. Я знаю, что ты любишь Роуз. Что бы ты ни решил, я приму это. Глаза Джихана наполняются слезами. Дилан собирает дам в гостиной, и они думают о том, что придет и скажет Берон. С одной стороны, они очень переживают за то, что он скажет. Когда Баран говорит, так продолжаться не может, папа, господин Кудрет говорит, правильно, сын мой, а люди дома говорят, Джихан, свет наших очей. Когда Баран говорит, что такого не может быть, господин Кудрет соглашается, и они идут поговорить с дамами. Когда Берон говорит, мы знаем, что ты пытался сделать уже несколько дней, но хватит, прекрати это, Дилан говорит, но Берон.
Баран говорит: мы думали об этом с моим отцом, Ферат и Гуль могут вернуться в особняк, если захотят, но сначала мы поговорим с Джиханом. Дилан радуется и обнимает Сабиху Ханем, говоря, что знала. Хасан зло смотрит на них и отводит взгляд. Пока Джевдет готовил сумку для рождения Цеврии, он посмеялся над ним, положив в нее кубик мозга и пазлы. Пока Ясмин и Хаарон смотрят друг на друга, Сельма видит их и благодарит Харуна за то, что он пришел починить ее котел. Госпожа Азади говорит Дилану, что ваши усилия велики, вы подаете пример всем, я простила вас, но если вы тоже простите, вы станете семьей. Он благодарит его за то, что он сделал. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.